Глава 2. Примите мои поздравления, Ваше Высочество. Сэлянь, услышав такие слова, вначале улыбнулся, затем произнес. Премного благодарен, но позвольте полюбопытствовать, с чем вы хотите меня поздравить? Линвэнь, обладательница титула совершенного владыки, ответила ему с заведенными за спину руками. Я хочу вас поздравить с тем, что в этом году вы заняли первое место в номинации «Небожитель», низвержение которого является всеобщим обоюдным чаянием. Сэлянь ответил, неважно, в какой номинации, наконец-таки меня удостоили первого места. И раз уж вы поздравляете меня, наверняка мне полагается награда. Линвэнь подтвердила, все верно, занявший первое место получает 100 молитв в копилку добродетелей. Сэлянь немедленно отозвался, если в следующий раз появится еще одна такая номинация, будьте любезны, включите меня в список претендентов. Линвэнь спросила, хотите ли вы узнать, кто удостоился чести занять второе место? Сэлянь, поразмыслив, ответил, мне не догадаться, если судить по реальным поступкам, то я в одиночку могу занять сразу 3 первых места. Линвэнь, почти угадали, второго места не существует. Вы оказались столь непобедимы, что оставили всех соперников далеко позади. Сэлянь, что вы, это слишком большая честь для меня. Кому же досталось первое место в прошлой номинации? Линвэнь ответила, прошлой номинации также не существует. Поскольку создали ее, начиная с этого года, а если точнее, с этого самого дня. Надо же, Сэлянь остолбенел на миг. Но ведь это не может означать, что номинацию придумали специально в мою честь. Линвэнь ответила, будем считать, что вы появились весьма кстати, и поэтому первое место досталось именно вам. Сэлянь расплылся в улыбке. Что ж, идет. Если посмотреть с этой стороны, одним радостным событием в моей жизни стало больше. Линвэнь продолжала, не приходит ли вам в голову, по какой причине вы оказались на первом месте? Сэлянь, я оправдал всеобщие надежды. Линвэнь возразила, в таком случае, извольте выслушать причину. Будьте любезны, взгляните на вон тот колокол. Сэлянь обернулся, проследив за направлением, в котором она указала, и увидел среди плывущих облаков неописуемо прекрасный храм из белой яшмы, окруженный беседками и павильонами, фонтанами и прекрасными птицами. Так и не обнаружив ничего похожего на колокол, он спросил. Вы, должно быть, ошиблись. Никакого колокола там нет. Линвэнь возразила. Я не могла ошибиться. Смотрите внимательнее, разве вы не видите его? Сэлянь еще раз внимательно пригляделся и предельно честно ответил. Не вижу. Линвэнь кивнула. Вы не должны его увидеть. Еще совсем недавно колокол висел на месте, но едва вы вознеслись, он упал, не выдержав потрясения. Сэлянь, колокол тот был старше вас. И все же, имея шумный и веселый характер, каждый раз, когда смертный возносился на небеса, он приветствовал его радостным звоном. Но стоило вам вознестись, он стал звонить словно умалишенный, ни на миг не останавливаясь, и, в конце концов, сорвался с колокольни и затих. При этом придавив проходящего внизу небожителя. Сэлянь произнес, так сейчас с ним все хорошо. Линвэнь, нет, колокол все еще не починили. Сэлянь, я спросил о небожителе, которого придавило колоколом. Линвэнь ответила, придавленный оказался одним из богов войны, он немедленно разбил колокол пополам ударом руки. Но это еще не все. Прошу вас, взгляните на тот золотой дворец. Видите, она вновь указала направление. На этот раз Сэлянь увидел среди безбрежных облаков сверкающие золотой глазурью крыши и произнес, ага, на этот раз вижу. Линвэнь вновь возразила, увидели, но не должны были увидеть. Первоначально на его месте было пусто. Сэлянь, в момент вашего вознесения золотые дворцы небожителей сотрясались с такой силой, что рухнули золотые колонны и посыпалась золоченая черепица. Некоторые из дворцов не удастся восстановить в короткий срок, поэтому пришлось временно поставить несколько новых. Я несу ответственность за случившееся. Именно так. Ох. Сэлянь решил еще раз уточнить. Так значит, стоило мне вознестись, я сразу вызвал на себя гнев стольких небожителей. Линвэнь заметила, если бы вам удалось заслужить прощение, возможно, они сменили бы гнев на милость. И как же мне заслужить прощение? Очень просто.
888 десятков тысяч добродетелей. Сэлянь не смог сдержать смех. Линвэнь уточнила. Разумеется, я понимаю, что вам не набрать и 10-й части. Сэлянь искренне признался. Как бы это сказать, мне крайне неудобно вам говорить такое, но потребуй вы даже 1/100000 часть, она все равно оказалась бы мне не по силам. Молитвы простых смертных превращались в магическую мощь небожителя, ну а каждая палочка благовоний, возжигаемых в его честь, и каждое подношение называлось добродетелью. Отсмеявшись, Сэлянь серьезным тоном спросил. «Может быть, вы хотите сразу спихнуть меня вниз одним пинком, а лишь после этого выдать мне 888 десятков тысяч добродетелей?» Линвэнь покачала головой. «Я, бог литературы. Если желаете получить хорошего пинка, лучше вам обратиться к богу войны. Чем сильнее он вас пнет, тем больше добродетелей вы получите». Тяжело вздохнув, Сэлянь ответил. «Дайте мне немного времени, я должен обдумать дальнейшие действия». Линвэнь сочувственно похлопала его по плечу со словами. «Не стоит предаваться унынию, из любого положения можно найти выход». Сэлянь ответил. «В моем случае на месте выхода окажется пропасть». 800 лет назад, в период, когда культ наследного принца Синьлы находился на вершине процветания, набрать 888 десятков тысяч добродетелей для него не составило бы труда, Сэлянь бы собрал их мгновенно, не моргнув и глазом. Но те времена ушли безвозвратно, а сегодня в мире смертных не осталось ни одного его монастыря или храма, все были сожжены подчистую. Ни последователей, ни молитв, ни подношений. Что тут скажешь? На все вопросы ответ был один: этого нет, того нет, вообще ничегошеньки у него нет. В одиночестве обдумывая новую головную боль, Сэлянь просидел на корточках на главной улице столицы бессмертных целую вечность. Внезапно принц осознал, что прошло уже целых 3 дня с тех пор, как он вознесся на небеса, но до сих пор не присоединился к магической духовной сети для мысленного общения в небесных чертогах. И совсем забыл спросить, как звучит пароль для входа в нее. Небожители верхних небес создали единую магическую сеть, благодаря которой могут мгновенно обмениваться мысленными сообщениями при помощи духовной связи. После вознесения на небеса необходимо присоединиться к этой сети. Но сделать это возможно только в том случае, если знать особый пароль. Минуло вот уже 800 лет с тех пор, как наследный принц в последний раз присоединялся к сети. Разумеется, он уже не помнил нужного пароля, поэтому Сэлянь освободил свое сознание и принялся искать нужную сеть, и когда нашел что-то похожее, без разбора присоединился к ней. Но стоило ему войти, как он тут же едва не оглох от налетевших со всех сторон громких восклицаний. «Начинаем торги, делайте ваши ставки. Повторные ставки не принимаются. Первый лот, сколько его высочество наследный принц сможет продержаться на этот раз, прежде чем свалиться с небес. Бьюсь об заклад, его хватит на год. Слишком долго, в прошлый раз он протянул всего полчаса, думаю, в этот раз обойдется 3 днями. 3 дня, примите ставку на 3 дня. Ты что, не будь глупцом. Сам подумай, ведь 3 дня уже почти на исходе». Сэлянь, не привлекая внимания, молча вышел прочь. Виноват. Очевидно, перепутал сети. В верхних небесах сплошь и рядом восседали одни лишь великие небожители, каждый из которых являлся покровителем одной из сторон света. Все они ежедневно были завалены важными делами, это не было секретом ни для кого. К тому же, будучи самым что ни на есть истинным небожителем, вознесшимся на небеса собственными усилиями, каждый из них старался поддерживать свой статус, всегда держался сдержанно, всем своим видом, поведением и речью стараясь подчеркнуть собственную важность. Один лишь Сэлянь во время своего первого вознесения, будучи крайне взволнованным, оказавшись в сети духовного общения, поздоровался с каждым, кого успел там встретить, а затем представился, весьма добросовестно и подробно описывая самого себя от макушки до пят. Покинув одну сеть, он приступил к дальнейшим поискам и вновь случайно наткнулся на другую. На этот раз Сэлянь, оказавшись внутри, облегченно вздохнул про себя. Как тут тихо, наверняка, это именно то, что нужно. Как вдруг он услышал тихий вопрос. «Ваше высочество наследный принц, так вы вновь изволили вернуться». Голос этот услаждал слух,
звучал мягко и учтиво. Однако, если прислушаться, было нетрудно заметить, что на самом деле от него веяло холодом, и настрой у говорящего был отнюдь не самым теплым, отчего вся его мягкость более походила на коварство. Сэлянь сначала собирался лишь по старинке войти в сеть и молча притаиться внутри, однако вопреки его ожиданиям кто-то немедленно обратился к нему с вопросом, а значит, прикинуться глухонемым уже не выйдет. И не вдомек было принцу, что после этой фразы абсолютно все небожители внутри сети духовного общения навострили слух. Ну а тот небожитель произнес, медленно растягивая каждое слово. «Ваше Высочество наследный принц, должен сказать, ваше нынешнее вознесение стало истинным испытанием. Каждый небожитель верхних небес при жизни являлся если не императором, то князем или генералом, героев среди них было не счесть. Чтобы получить возможность присоединиться к пантеону бессмертных божеств, для начала необходимо стать выдающейся личностью в миру. У тех, кто совершал великие подвиги, либо являлся неизмеримо талантливым человеком, изначально имелось больше шансов вознестись. Поэтому, говоря без преувеличений, здесь вовсе не считалось чем-то удивительным встретить князей, принцев или принцесс, а также генералов всех видов и мастей. Кто из них не был баловнем небес или вроде того? Между собой они старались вести себя крайне вежливо, соблюдая церемонии, и потому из их уст непрестанно звучали всевозможные величества, высочества, главнокомандующие, превосходительства, главы и тому подобные высокопарные обращения, лишь бы угодить собеседнику. Однако фраза, с которой небожитель обратился к Сэлиню, прозвучала совсем иначе. Конечно, обращение включало «Ваше Высочество наследный принц», однако никто не услышал в нем ни капли почтения, напротив, фраза прозвучала с намерением уколоть собеседника. Небожители, внутри духовной сети, также носящие подлинный титул Его Высочества наследный принц, услышав тон, с которым прозвучало обращение к Сэлиню, невольно покрылись мурашками и ощутили себя в крайней степени неуютно. Сэлянь сразу расслышал в словах собеседника недобрые нотки, однако нарываться на споры не собирался, напротив, вознамерился поскорее уйти от беседы и с улыбкой ответил. Это было нетрудно, и все же собеседник не предоставил ему шанса улизнуть, абсолютно бесстрастным тоном продолжив. Для его высочества наследного принца это было нетрудно. А вот мне, к несчастью, повезло гораздо меньше. Внезапно Сэлянь услышал сообщение от Линвэнь, отправленное только для него. Она произнесла лишь «колокол». До Сэляня немедленно дошло. Так значит, это тот самый бог войны, придавленный колоколом. Если все так, то причина его гнева вполне ясна. Сэлянь, будучи искуснейшим мастером в принесении извинений, тут же произнес. «Я осведомлен об инциденте с падением колокола, поистине это моя вина, приношу тысячи извинений». Собеседник недовольно фыркнул в ответ, вот только смысл его реакции остался не совсем ясен. Среди небесных чертогов существовало множество богов войны, обладающих громкой славой, среди них были и те, кто вознесся после изгнания Сэляня, поэтому принц не мог точно определить по голосу, с кем имеет честь говорить. Но ведь было бы невежливо приносить извинения, даже не спросив имени собеседника, так что принц поспешил задать вопрос. «Уважаемый господин, позвольте узнать, с кем имею честь?» После его вопроса собеседник замолчал. Да и не только собеседник, а вообще вся сеть духовного общения как будто застыла, словно над каждым нависла смертельная угроза. До Сэляня вновь донеслось послание Линвэнь. «Ваше Высочество, конечно, с моей стороны глупо считать, что после столь долгого разговора вы могли не узнать собеседника, однако все же позвольте напомнить. С вами говорит Сюаньчжэнь». Сэлянь переспросил. Сюаньчжэнь. Ненадолго задумавшись, он все-таки понял, о ком идет речь, и слегка потрясенно отправил послание ей в ответ: «Так это Му Цин». Генерал Сюаньчжэнь, бог войны, покровитель юго-западных земель, имеющий в своем распоряжении 7000 храмов и монастырей, заслуживший громкую славу среди мира смертных. В миру генерал Сюаньчжэнь носил имя Му Цин, а 800 лет тому назад именно он был избран его высочеством наследным принцем в качестве своего помощника во дворце Синьлы на небесах. Голос Линвэнь прозвучал также потрясенно. «Не может быть, чтобы вы действительно его не узнали». Сэлянь ответил честно. «Я действительно не узнал его.
Он ведь раньше никогда не говорил со мной подобным тоном. Ко всему прочему, теперь и не вспомнить, когда мы с ним виделись в последний раз, может, прошло 500 лет, а может и все 600, я не могу припомнить. Даже то, как он выглядел, что уж говорить о голосе. Духовная сеть все еще была погружена в молчание. Муцин как в рот воды набрал. Остальные небожители пытались притвориться, что ничего не слышали, но при этом с замиранием сердца ожидали, кто же из них. Муцин или Сэлянь обронит следующую фразу. Если говорить об их отношениях, ситуация вышла в самом деле довольно неловкая. Все подробности этой истории, за многие годы ставшей достоянием общественности, были известны каждому небожителю вдоль и поперек. Сэлянь, будучи наследным принцем царственного рода, проводил юные годы в самосовершенствовании в чертогах монастыря Хуанцзе. То было место для проведения религиозных обрядов августейшей семьи государства Синьлы. Чтобы попасть сюда на обучение, необходимо было соответствовать строгим критериям отбора. Муцин был родом из семьи бедняков, отец его был обезглавлен за преступление закона, а его собственное положение никогда не позволило бы ему вступить в ряды учеников монастыря Хуанцзе. Поэтому бедняге приходилось лишь выполнять грязную работу, подметать полы в комнатах, где его высочество наследный принц занимался медитацией, в общем, быть мальчишкой на побегушках. Сэлянь, увидев, как паренек старается, уговорил наставников монастыря принять того в ученики, в качестве исключения из правил. Лишь благодаря тому, что сам его высочество наследный принц замолвил за Муцина слово, его приняли в ученики монастыря Хуанцзе, и он смог начать путь самосовершенствования бок о бок с принцем. Вознесшись на небеса, Сэлянь избрал Муцина в качестве своего помощника и забрал с собой в столицу бессмертных. Вот только после уничтожения государства Синьлы, когда Сэляня низвергли в мир смертных, Муцин вовсе не последовал за ним. И мало того, он не замолвил ни словечка в защиту изгнанника. Все равно, когда наследного принца не стало, Муцин мог делать все, что ему заблагорассудится, так что он нашел уединенную обитель, где самозабвенно предавался самосовершенствованию, покуда спустя несколько лет не преодолел рубеж небесной кары и самостоятельно вознесся на небеса. Когда-то один из двоих летал высоко в небе, а другой смиренно ползал по земле, теперь же ситуация нисколько не изменилась, вот только оба участника окончательно поменялись ролями. На этот раз Линвэнь подсказала Сэлиню. Он в ярости. Сэлянь ответил: «Я догадался, Линвэнь, я попробую сменить тему, а вы уходите, пока есть возможность». Но Сэлиню все было нипочем. «Думаю, в этом нет нужды. Я просто притворюсь, что ничего не произошло, и все. Линвэнь, вы уверены? Мне самой уже неловко слушать вас двоих». Сэлянь, могло быть хуже. Таким человеком был Сэлянь, все ему нипочем, кроме смерти, у него не было почти ничего, вот только позора в его жизни хватало в достатке. Ему приходилось попадать в ситуации более неловкие, чем это, поэтому сейчас принц действительно считал, что все не так уж плохо. Однако никогда нельзя бросать судьбе подобный вызов, ведь стоило ему произнести «могло быть хуже», как стало хуже, сеть духовного общения разразилась громогласным ревом. «Кто, черт тебя дери, посмел разрушить мой дворец? Покажись немедля!» От столь яростного вопля у всех небожителей, находящихся внутри духовной сети, едва не взорвались головы. Нутро каждого небожителя разрывалось от накала страстей, но только все они затаили дыхание в беззвучном ожидании ответа Сэляня на подобную брань. Итог превзошел все ожидания, ситуация получила еще более неожиданное развитие. Сэлянь не успел и рта раскрыть, как молчание прервал Муцин. Он лишь коротко усмехнулся. «Хе-хе», новоиспеченный участник беседы ледяным тоном проговорил. «Так это ты, отлично, погоди у меня», Муцин спокойно произнес. «Разве я сказал, что виновен? Не возводи напраслину на непричестного». Собеседник вспылил. «А чего ты тогда ухмыляешься? Совсем больной?» Муцин ответил. «Твои слова всего-навсего показались мне смешными, вот и все. А виновник разрушения твоего дворца как раз находится в сети духовного общения, можешь спросить его об этом сам». Раз уж все зашло настолько далеко, Сэлянь теперь ни в коем случае не мог позволить себе просто взять и уйти от ответа, с его стороны это явилось бы верхом неприличия.
Поэтому он кашлянул, привлекая внимание, и произнес: «Это моя вина. Прошу меня простить». Теперь и второй собеседник замолчал, услышав его. В ушах принца вновь раздался голос Линвань. «Ваше Высочество, это Наньян». Сэлянь ответил: «Этого я узнал. Вот только боюсь, что он не признал меня». Линвань: «Вовсе нет. Дело в том, что он часто проводит время в мире смертных, редко возвращаясь в столицу бессмертных, поэтому он ничего не знал о вашем очередном вознесении. Совершенный владыка Наньян, он же бог войны, покровитель юго-восточных земель, в своем подчинении имеет 8000 храмов и монастырей, всенародно любимый и почитаемый среди простого люда. В миру его звали Фэн Синь. 800 лет тому назад именно он стал первым божественным генералом при дворце его величества наследного принца Синьлы в небесных чертогах. Фэн Синь был назначен преданным телохранителем Сэляня, еще когда тому исполнилось 14 лет. Он вырос вместе с наследным принцем, вместе с ним отправился на небеса, вместе с ним подвергся наказанию и был сослан в мир смертных. К несчастью, провести вместе с принцем 800 нелегких лет он не смог. В итоге так вышло, что отношения их испортились, пути разошлись и после этого они больше не встречались вновь.